Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. И сегодня автор этого канала, Раиса Александр, готовит очередное видео. И это видео ответ на вопросы по посадке огурцов, как мы их высаживаем. Давайте все по порядку и подробно обо всем расскажу. Итак, вот они, огурцы. Я собираюсь их сегодня высаживать. Я подготовила для вас, видите, даже уже почти цветут. Насколько здесь после перевалки, насколько они хороший вид имеют. Просто хочу вам сказать, что две семечки были посажены, и эти две семечки здесь и не отличишь сейчас. Вот они у меня с этой стороны. Две семечки посажены, вот видите, они как бы более старые. 26 марта в Тельце после новолуния. Это у меня Арктика. Я обожаю эти огурцы. А затем уже 10 апреля я в Скорпионе после сожженного пути полнолуния в 16 часов посеяла вот оставшиеся 10 еще семечек, но не все взошли. В общем, в общей сложности у меня 9 растений. И 29 апреля в Раке я провела перевалку, потому что холодно еще было, а они уже выбирались из горшочков. Были чуть-чуть меньшие горшочки, сейчас попытаюсь вот так вытянуть, вот они уже какие. Ну и сегодня 11 мая, 11 мая будет посадка в Козероге. Полнолуние у нас было 7 мая в 13:45, сожженный путь полнолуния у нас позади. Ну и первая неделя после полнолуния я всегда высаживаю и корешки, и вершки. Посмотрите, уже даже здесь корешочки есть, земля прогрелась, я проверила, 22 градуса. Ну что ж, время высаживать. Но прежде чем высаживать, я хочу вам, у меня руки чистые, я очень аккуратно, вот чтобы видно было, очень аккуратненько обрываю вот пасынок и плодик. Их надо обязательно обломать. И чтобы туда руки не шли, вот так вот. У меня чистые, сухие, я обломала. Значит, 1, 2, 3, 4, потом еще 5 мы будем потом обламывать. Но на сегодняшний день здесь, где у нас есть что-то, здесь потом ножничками обрежем, дезинфицируем их и сделаем вот такую операцию, обязательная операция. Это удаление и пасынков, и цветочков, плодиков. Ну что ж, теперь будем высаживать. Высаживаем огурцы в поликарбонатной теплице. Здесь у нас 3 ряда томатов. И вот с одной стороны, вот с этой стороны у нас это получается юго-восточная часть. И здесь ряд огурцов. Уже несколько лет очень хороший результат. Здесь получается, вот дверь, видите, как она, получается, что здесь сквозняка для огурцов нету. И очень удобно огурцам. И в то же время помидоры любят сквозняк. Нате вам, пожалуйста, сквозняк. И все очень довольны. И в этом году я специально посадила горошек везде и всюду по периметру, для того, чтобы в холодные периоды была своеобразная такая аура и защита от холодов. И это очень хорошо получается. И вот здесь в этот ряд у меня 9 огурцов всегда получается есть. От стеночки здесь у нас 70 сантиметров первый высаживаю. Так как я выращиваю в один стебель, у меня есть видео, я и дальше буду показывать, то между огурцами я оставляю 60 сантиметров. 60 сантиметров. Вот. Вот здесь будет вот ямочка сделала. Но для того, чтобы посадить огурцы, нужна целая история. И они очень любят покушать, огурчики наши. Поэтому я, видите, здесь у нас особые технологии, закапывали зеленую массу, все это готовилось еще с осени, потом еще у нас здесь росли сидираты, здесь была масличная редька, вот, и теперь вот она, пушистая такая хорошая земля, но этого мало, огурцы любят покушать, им только дай, но до этого я их что буду использовать? Они любят не только покушать, они еще любят, чтобы мягкая земля была. Использую курник. Это специально уже подготовленное удобрение. Видите, комплексное удобрение. Обработано оно, не имеет никаких жителей. Значит, под один огурец вот такая горсть. Ну, я не в одну ямку. Сейчас увидите, как я буду делать это все.
Ну и 4 ложки я уже перемешала рыбной муки, 3 ложки мясокостной муки, а 1 ложку кормовых сухих дрожжей. И вот это все перемешала. И тоже беру большую такую горсть, не жалею, потому что огурцы любят покушать. Вот. И теперь, видите, какой большой объем? Здесь где-то радиус этой ямки сантиметров 30-40. Вот. Очень хорошо вот это все нужно перемешать. Но это еще не все. Теперь я сюда добавляю еще, вот смотрите, это кокосовый субстрат, потому что нужна мягкая земля нашим огурчикам. У меня все по веревочке, все должно быть ровно, красиво. И снова же перемешиваю. Это обязательное условие. Но очень любит. Хорошо корневая система формируется, если земля пушистая. Плюс кокосовый субстрат, он не только дает хорошую вот такую проницаемую почву, и воздух хорошо проходит, а еще и получается там есть какие-то остатки хороших питательных веществ. Мы уже несколько лет это используем, так мне нравится это все с кокосовым субстратом. Ну вот, придется еще раз посчитать, где от огурца вот 60 сантиметров. Так, вот здесь будет расти огурец. Видите, какая земля. Ну, теперь делаю ямочку. Получается неоднородная земля. Вот она очень хорошая, воздушная, теплая. 22 градуса. И видите, уже корешочки есть. Поэтому я буду высаживать сейчас чуть-чуть выше. Сейчас проверим. Еще можно ямочку сделать. Вот. Огурцы всегда формируют такую мочковатую корневую систему. Вот, смотрите, какая корневая система. Замечательная. Они уже готовы. Вот, получается чуть-чуть глубже, чтобы вот эти корешочки тоже они формируют. Кстати, я потом, когда их в один стебель будет и мульча, я потом все буду рассказывать, показывать, и будут на этих стеблях еще и формироваться отдельные такие корешочки, и они тоже будут питать растения. Вот я посадила здесь ровненько. Ну а сейчас, после высадки, я буду еще одну важную вещь делать, но мы чуть-чуть позже, буквально пару секунд, мы об этом вам расскажем. А теперь, после того, когда я их высадила, обязательно вот такие бамбуковые палочки устанавливаю, так, чтобы не повредить корни, то есть за корнями, я уже знаю где, и обязательно привязываю, потому что они сейчас быстро растут, уже около 30 сантиметров поднялись, в хороших благоприятных условиях они начнут очень быстро подниматься, расти, они уже подготовлены к этому. Ну а для того, чтобы они хорошо росли, я сейчас покажу, что я еще делаю. Для этого мне понадобится раствор, здесь у меня фитоспорин М. Это уже остатки. Я вместе с агар-агаром готовила вот такой раствор. Очень приятный запах. Он с подвала холодный. Запах приятный. Вот. Не брашка. Вот. И я набираю 10 литров воды. Теплая водичка обязательно здесь нагрелась. И наливаю пол-литра. Я уже знаю мерку тут, сколько пол-литра. Не жалею. Почему? Потому что фитоспорин М, паста, очень хорошая защита огурцов от различных грибковых заболеваний. Это опасно при таких вот сейчас раскладах температурных. Сейчас я хорошенько перемешиваю. Вот теплая водичка, питательная среда, плюс паста М. Чем хорош фитоспорин М? Здесь есть и органика. Вот удобрение агар-агар, это у нас водоросли, тоже живые существа фитоспорина, его ели, перерабатывали, и это очень полезная, очень хорошая вещь, уже испытана и работает замечательно, огурцы очень любят. Ну вот я размешала, вот смотрите, какой раствор получается, вот такой цвет, очень красивый. Питательная, хорошая среда. И самое главное, что это будет защита от различных грибков, спор грибковых заболеваний. Итак, беру 1 литру и вокруг самого растения поливаю. Вот.
И еще 1 литру. Ну вот я сейчас просто этот уже поливала. Вот, мне буквально тут на 9 кустов-то надо не очень много, пару ведер. 2 литра воды. 2 литра вот этой замечательной субстанции, этого раствора. Очень важно вокруг. Получается, что они, попадая в почву, вот эти составляющие фитоспорина, живые существа, они вот здесь, в этом радиусе будут съедать споры грибковых заболеваний и дальше себе размножаться, двигаться. Но это еще не все по фитоспорину. Я потом покажу, что я буду делать дальше для того, чтобы полностью вот вся почва была защищена. То есть она должна быть обезопасена от спор грибковых заболеваний. Но это будет дальнейшая наша уже работа, и мы расскажем об этом позже. Ну а сегодня, 11 мая, мы завершили уже посадку огурцов. И сейчас вот поливаем, подвязываем и закрываем обязательно теплицу. Почему? Потому что сегодня у нас плюс 27 днем, ночью будет 15 градусов, очень тепло, хорошо. Ну а завтра заходит холодный циклон и, смотрю, будет плюс 9 ночью. Поэтому закрываем все и обязательно огурцы нужно сохранять в тепле. Ну вот эти условия, то, что у нас отработано уже годами, позволяет нам получать огурцы. К сожалению, не 9 мая собираем, мы раньше собирали, много лет назад у нас 9 мая обязательно был первый сбор огурцов. Ну что ж, ничего страшного, мы обязательно будем собирать огурцы, обязательно наши растения здоровые будут, мы это знаем, и мы вам желаем искренне тоже крепкого здоровья, крепких растений. Пользуйтесь, если вам полезно это видео, ставьте лайки, мы вам будем благодарны, вам это не очень сложно, а нам очень приятно. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе всегда самых важных событий на огороде, в теплице, в саду, и на грядках, и на цветниках. Ну что ж, прощаемся с вами. До новых встреч в новых видео. Пока-пока!